Друзья мои, всем привет! У меня свершилось несколько готовых работ. Вот сегодня о первой, точнее об узоре. Узор, вы посмотрите, какой классный узор, обалденный. Он в 3D, такой живой. У меня ниточка здесь тоненькая, я чуть позже о ней расскажу в ближайших роликах. Не забудьте подписаться на канал на Дзене, а также в телеграм-канале. Мы там много что обсуждаем. Это летний состав, он смотрится вот так. И я немножко набросала зимний состав. То есть вязать мы можем из разной ниточки. Здесь ниточка шишибриками, не помню какой артикул. Но я здесь имитировала регланные линии и несколько раппортов вверх провязала. Узор состоит из 4 буквально петель и 4 ряда по высоте. И что хочу сказать, он просто идеально вписывается при вязании регланом сверху. В данном случае у меня нулевой реглан, об изделии мы поговорим позже. Хочу дать пояснение просто по реглану. Для тех, кто вяжет регланом. Смотрите, узор в шахматном порядке вяжется. Состоит из 4 петель. За 4 ряда в обычной классической регланной линии, да, обычной, где реглан, мы делаем прибавки в первом ряду и в третьем ряду. Соответственно, если у нас 4 ряда по высоте раппорт, значит, за это время 2 петли прибавятся слева, 2 петли прибавятся вправо. И узор вяжется в шахматном порядке, то есть он смещается на 2 петли. И получается, что каждый новый раппорт по высоте мы вяжем всегда одинаково. Я вам буду показывать прямо на этой пряже. А также вы можете пробовать на других видах пряжи, на пушистых или не пушистых, на любых составах. И я просто влюблена в него. У меня получилось просто бомбезное изделие. Обалденная вот такая сетка. Посмотрите, как она здорово струится. О пряже расскажу вам в ближайших видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Не забудьте подписываться на Дзен. Ну а я вас приглашаю к просмотру. Смотрите, когда я показывала в ролике, что по одной схеме можно получить разные узоры, либо такой, либо второй вариант, то только одна женщина написала, что а у вас во втором образце верхней части и нижней части разве не отличаются? Да, отличаются. Если вы посмотрите, то смотрите, внизу меньше дырочки, менее такие явные, а сверху они более крупные. Я не стала тот ролик затягивать, у нас народ не досматривает ролики до конца, поэтому решила уже вынести в отдельном видео. Что касается этого узора, можно вязать как снизу, так и сверху. Я вяжу сверху. И вот здесь я прочувствовала, как здорово, как замечательно он ложится при вязании регланом сверху. Поскольку у нас здесь 4 петли в раппорте и 4 ряда по высоте. И из-за того, что узор, видите, он в шахматном порядке расположен. Вот дырочки. А в следующем ряду уже между дырочками следующая дырочка, да, то есть в шахматном порядке вяжется. И смещение идет на 2 петельки. Смещение узора идет на 2 петли. И поскольку следующий раппорт через 4 ряда, то за 4 ряда первым и в третьем мы прибавляем 2 петли со стороны регланной линии. И получается, что очень удобно он вписывается. И каждый новый раппорт по высоте мы всегда будем начинать одинаково. Итак, первый ряд узора. Значит, я делаю прибавку. У меня в данном случае прибавка из протяжки. У меня закончилась регланная линия, делаю прибавочку. Теперь вяжу раппорт. 2 вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо, двойной накид, 1 и второй раз накидываем ниточку на спицу. Следующие 2 петли я разворачиваю левыми стенками к себе, провязываю за задней стеночки 2 вместе с наклоном влево. Вот он весь раппорт, буквально 4 петли. 2 вправо, двойной накид, 2 влево. И повторяем 2 вправо, двойной накид, 2 влево. 2 влево провязывайте как удобно. Можно одну из 2 петель разворачивать левой стенкой, можно делать через протяжку, но это кто как привык. 2 вправо и 2 влево.
При расчете, естественно, у меня количество петель изначально было кратно 4, кратно раппорту. 4 петли и 4 ряда. У меня одинаково начинается и заканчивается спинка, перед и 2 рукава. Вот у меня закончились петли рукава, закончился раппорт. Я делаю прибавочку и провязываю регланную линию. Она у меня состоит из изнаночной петли, жгута с наклоном вправо из 2 петель и изнаночной петли. У меня начинается второй ряд. Второй ряд мы вяжем так. Это у меня провязываю прибавка, которая была к регланной линии. Дальше я провязываю раппорт. Лицевая петля. Из двойного накида я делаю 1 петлю. То есть провязываю, а второй накид просто скидываю. И следующую петлю провязываю лицевой. Получается, из 4, вместо 4 петель у нас 3 петли. И повторяем. 1 лицевая. Вторая мы делаем ее из 2 накидов. И 3 петля. Итак, повторяем. 1, вторая петля из 2 накидов, мы делаем 1 петельку и 3 петля. Итак, вяжем весь второй ряд. Довяжем последний раппорт вместе. Лицевая. Из двойного накида мы делаем 1 петлю, второй накид просто скидываем. И лицевая. Вот он, последний раппорт, это 3 петли. Дальше у меня идет эта прибавочка была, я ее провязываю лицевой петлей, а дальше у меня регланная линия из 4 петель. Третий ряд узора. Давайте для наглядности я, наверное, поставлю маркеры. Наверное, надо было сделать это с первого ряда, но не важно. Третий ряд. В третьем ряду в регланных линиях у меня прибавка. Я опять делаю из протяжки прибавку и провязываю 1 лицевую петлю. То есть получается, что у меня за 3 ряда, вот получается, да, за время вязания раппорта добавляется 2 петли. Дальше идет раппорт. Лицевая. Потом, помните, где накид мы скидывали, было 2 петли, стала 1 петля. Теперь мы 1 петлю прямо в самое отверстие, в самую дырочку заводим спицу и вытягиваем петлю. Провязываем. То есть у нас над дырочкой 2 петельки должно быть. И еще 1 петлю провязываем. То есть вот у нас раппорт вернулся. Было 3 петельки. Теперь у нас в третьем ряду 4 петельки. И так дальше вяжем. Считаем до 4. 1 петля. Вторую вытягиваем из-под дырочки. 3, 4. Второй раппорт. И так дальше. 1 петля. Вторую вытягиваем. 3, 4 лицевая петля. 1, 2, 3, 4. И так далее вяжем до конца. Остался последний раппорт. Я также его отмечу маркерами. Вяжем 1 лицевую петлю. Вторую лицевую петлю мы вытягиваем. 3 и 4 лицевая петля. Раппорт закончился. Перед регланной линией у меня была 1 прибавка, я ее провязываю лицевой петлей и делаю, поскольку у меня третий ряд, перед регланной линией прибавочку. Ну и, соответственно, в начале у нас тоже, видите, получается, здесь 2 петли за 3 ряда мы прибавили в первом и в третьем, и здесь в первом и в третьем у нас получилось уже 2 новых петли. Дальше у меня идет регланная линия. Дальше в каждом участке, что у меня здесь идет, рукав, начало будет такое же, на спинке везде, напереди все одинаково идет. Четвертый ряд узора. Просто все петли провязываем лицевыми. У меня получается по отношению к регланной линии 2 петельки, потом начинаются раппорты. Все петли до единой лицевые. Вот он, получается, раппорт.
И сейчас провяжу вот ряд до конца и покажу, насколько удобно начинать следующий раппорт вязать. Так, вот сейчас у меня отвязано 4 ряда. Теперь смотрите, я снимаю эти маркеры, они не нужны. Они были для наглядности. И теперь у меня начинается новый раппорт. Опять я делаю прибавочку. И все начинаю повторять с первого ряда. То есть не нужно ни о чем думать. Узор будет выкладываться сам в шахматном порядке. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид и 2 вместе с наклоном влево. То есть все как делали в первом ряду. Еще раз давайте. 2 вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе с наклоном влево. За счет того, что узор смещается на 2 петли в следующем раппорте по высоте, я имею в виду, за эти 4 ряда у нас прибавилось 2 петли, потому что при главном линии мы делали классические прибавки, да, в первом и в третьем ряду. И вот это смещение на 2 петли нам дает то, что мы следующий раппорт по высоте вяжем с 1 по 4 ряд, начиная точно так же, как мы вязали предыдущий. И вот оно выкладывается, вот оно отверстие, дырочка, вот это получается в шахматном порядке. То есть узор выкладывается сам по себе. Ну и в принципе мне, наверное, добавить нечего. Единственное, я не сказала, да, что в регланной линии вот у меня 4 петли участвуют. Это изнаночная петля, жгут из 2 петель и изнаночная петля. Жгут я делаю с наклоном вправо через один ряд. То есть в рядах, в которых я делаю прибавки по регланным линиям, в этих же рядах я делаю жгутик. То есть в первом и в третьем. А второй и четвертый ряд, что касается регланной линии, я провязываю просто по узору. Изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. И так в каждой регланной линии. Все, желаю вам легких петелек и самое главное, будьте здоровы!